Ребята, всем привет, всем здравствуйте! Сегодня мы с вами готовим вот такой вот потрясающий суп. Суп у меня сегодня с опятами. Это потрясающий рецепт очень вкусного, аппетитного супа. Посмотрите, какая красота! Очень полезный и вкусный суп. Ну что, ребятки, давайте же вместе с вами его приготовим. Поехали! Для самого вкусного супа нам сегодня понадобится плавленый сырок, опята, вот такие вот у меня консервированные, потом 3 картофеля, 1 лучок, морковь и куриное филе, 1 штучка. Эти все ингредиенты у нас на 2,5 литра воды. Итак, приступаем. Первым делом налили в кастрюлю воду, у меня здесь 2 литра, примерно 2,5. Туда я отправляю 3 лаврушки, перчик горошком, у меня здесь 2 вида. Вот такой побольше, потолще и вот 4 маленьких. Туда. Дальше. Вы можете добавить кубик, допустим, суповой кубик, но у меня сегодня нету. Я добавлю обычную вегету. Вот примерно 1 чайную ложку вегеты. Теперь накрываем вот это вот все крышкой и пусть оно себе варится, а мы тем временем нарежем куриное филе. Итак, берем наше куриное филе. Вот оно вот такое у нас красивое. Все ненужные и некрасивые части мы отрезаем. Я их не добавляю. Мне нужно только красивые кусочки мяса. Вот так. Нарезаю я довольно-таки вот маленькими кусочками. Как по мне, в супе это очень вкусно, когда кусочки именно маленькие. Этот суп мы когда-то попробовали в кафе. С тех пор мы его готовим дома. Получается ничем не хуже, чем в кафе. Обязательно попробуйте, если вы не пробовали. В этом супе главное, чтобы были бы грибочки именно опята, так как опята это совершенно другой вкус. Конечно, вы можете попробовать приготовить из шампиньонов, но вкус будет другой. Все-таки опята это вкусно в этом супе. А также я буду сегодня использовать свежий укроп, и у меня есть свежая петрушка. Если у вас нету, вы можете использовать сухую петрушку и сухой укроп. Но зелень должна быть, так как зелень это вкусно и очень сочетается именно в этом супе. Итак, нарезаем куриное филе. Нарезанное куриное филе отправляем в воду. Вода еще не закипела, она нагревается. И именно в этот момент мы можем закинуть наше филе. Не обязательно, чтобы вода нагрелась и вскипела. Отправляем. Так, перемешали. Угу. Ну вот, пускай варится. Берем картофель и нарезаем на маленькие кусочки, на маленькие кубики. Вот так. У меня кубик довольно-таки меленький будет. Вот такие вот маленькие кубики. Как по мне, это очень прикольно, когда в супе именно такого размера кубики. Вот так. Нарезаем весь картофель. Нарезали картофель, нарезаем лук. У меня сегодня луковица довольно-таки маленькая. Если вам нравится в супе чувствовать больше лука, добавляйте больше лука. Но, как по мне, в этом супе лук не главное. Вот так.
Нарезаю тоже довольно-таки мелко. Нарезаем. Теперь берем терку и натираем морковку. Натерли морковочку. Теперь идем к плите, будем обжаривать морковку и лук. Вода у нас по чуть-чуть закипает, и, как вы видите, образовывается вот такая вот пенка от курочки. Мы эту пенку снимаем, убираем. Пенка нам не нужна. Водичка должна быть чистая, без пенки. Снимаем пенку. Вот так, всю. На разогретую сковороду с растительным маслом, с подсолнечным маслом я отправляю лук и морковку. Вот так. И пусть теперь это все обжаривается до готовности. Можете посолить и поперчить. Я сейчас чуть-чуть обжарю и тогда посолю. Вы делаете точно так же. Промытые опята под протоком воды холодной. Вот я их промыла. Теперь мы их нарежем. У меня опята, вот видите, какие длинные. Поэтому, которые вот такие длинные, я их разрежу кубичками. Я обычно беру вот так и просто их кромсаю. Почему я их промываю? Потому что они все-таки стояли у нас в банке, напитались вот этим вот рассолом. И если я их не промою, этот рассол очень сильно будет перебивать вкус нашего супа. А когда мы их промыли, все-таки тогда грибочек, да, он все еще с этим рассолом, у него есть определенный вкус, но он не такой ярый, не такой насыщенный. И тем самым это сочетание очень хорошее. Я когда-то один раз забыла промыть вот грибы, и все-таки, да, очень ощущался именно вот сам рассол грибочков, сам маринад. Все-таки я вам не советую не промывать, все-таки промывайте. Посмотрите, какой корешочек большой. Вот, примерно как-то так. Сильно я их не кромсаю. Я думаю, этого достаточно. Смотрите, как красиво получилось. Теперь, смотрите, вода у меня закипела. Пенку я всю поснимала. Сейчас я уменьшила огонь. И я в наш суп после кипения и убирания пенки добавляю вот нашу зажарку из лука и моркови. Все туда. Лук и морковь уже у меня посолены и поперчены. Так. Отправили. Теперь следом отправляем наши грибочки. И картошечку. Ой, все брызжет. Ничего страшного. Вот так. Все перемешаем. Теперь увеличиваем огонь. Ждем, пока закипит. Ставим меньше. И пусть это все у нас кипит минут 20. И потом я покажу, что мы будем делать дальше. Суп у нас уже прокипел 20 минут. Сейчас время добавить плавленый сырок. У меня вот такой вот хорошенький, вкусненький. Вот целый этот брусочек я отправляю в суп. Вот так. А также у меня вот такая вот замороженная укропинка есть. Берем большую столовую ложку укропа. Вот так, с горкой. И добавляем в наш суп. Теперь временами помешиваем. Пускай растворится наш плавленый сырочек. Пробуем на соль, на перчик. Все ли нам нравится, всего ли хватает.
Сейчас, когда расплавится сырок, подходящее время, чтобы проверить на вкус. А также я еще заранее добавила красную паприку. Поэтому у меня супчик такой вот с розовиночкой. Вот так. Теперь расплавится наш сырочек плавленый. Пробуем на соль и перчик. Если нам всего хватает, если нет, добавляем. Накрываем крышечкой и томим на медленном огне еще минут 15. И суп будет готов. Итак, что же у нас получилось? Посмотрите, какая красота! Вау! С пылу с жару. Супчик горяченький, только что сварился. Вдобавок к этому супчику я предлагаю положить ложечку сметанки. Вот. Сметанка у меня 18%. Это будет очень вкусно. Суп полностью готов. Он просто прекрасен. Посмотрите, какая красота. Я уже попробовала. Он вкусный. Всего хватает. Можете добавить зеленушку, как сделала это я. Я добавила туда немножечко петрушки. Ребятки, спасибо, что сегодня были вместе со мной. Обязательно приготовьте такой суп. Вам непременно понравится. Спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Напоминаю вам, ролики у меня выходят каждый день. Всем пока!